Последнее пятое поколение Ford Bronco выпускалось еще в конце прошлого века. Его производство завершилось в 1996 году. Теперь же компания Ford представила возрожденное шестое поколение Bronco, который впервые в истории получил пятидверную версию. Новый Ford Bronco имеет рамную конструкцию, унифицированную с пикапом Ranger. Американцам доступно 7 уровней оснащения, лимитированная серия First Edition и специальный внедорожный пакет Sasquatch. В зависимости от исполнения изменяются и размеры внедорожника. У короткой версии длина 4412-4440 мм, ширина 1928-2014 мм, высота 1826-1910 мм. Колесная база составляет 2550 мм. У четырехдверного варианта длина 4811-4839, ширина 1928-2014, высота 1852-1913 и колесная база 2949 мм. Для автомобиля доступны колеса на 16, 17 и 18 дюймов с внедорожными шинами от 30 до 35 дюймов. Клиренс от 211 до 295 мм. Максимальный угол рампы 29 градусов, угол съезда 37,2 градуса, глубина преодолеваемого брода 850 мм. В дизайне внедорожника читаются отсылки к оригинальному Bronco 60-х годов. Это характерные линии и пропорции кузова, круглая передняя оптика, а также общая архитектура передка и кормы. Однако теперь крупными буквами на решетке радиатора написано название модели вместо бренда. Новый Bronco является прямым конкурентом Jeep Wrangler. С внедорожника точно так же можно снять не только секции крыши, но и безрамочные двери, которые без труда помещаются в багажник, что позволяет возить их с собой на случай непогоды. Пятидверный Bronco в базовой версии оснащен мягкой крышей. В салоне имеется сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 8 или 12 дюймов в зависимости от комплектации. На центральном тоннеле расположена шайба селектор выбора режимов работы трансмиссии. Также для водителей и пассажиров предусмотрены ручки, которые можно демонтировать. Отделка подобрана с учетом легкости очистки, а кнопки блокировок размещены наверху для лучшей доступности. Опционально доступна система крючков для крепления вещей на спинках сидений. Прорезиненный моющийся пол с дренажным отверстием, с ним идет противостоящий плесени винил на креслах. USB-порт сверху на передней панели для питания камер или других устройств и держатель для навигаторов, телефонов или камер. Базовым мотором стала турбо-четверка EcoBoost объемом 2,3 литра, который выдает 273 лошадиные силы и 420 ньютон-метров крутящего момента. Пару ей составит 7-ступенчатая механика, либо 10-диапазонный автомат. В качестве альтернативы доступен двигатель V6 2,7 литра мощностью 314 сил и 542 ньютон-метра. Он работает только с автоматом. Привод по умолчанию полный в двух вариантах исполнения, который различается передаточным числом понижайки в раздаточной коробке 2,72 или 3,06. Кроме того, компания заявляет, что новый Bronco может тянуть прицепы массой более 1,5 тонн. Сзади в машине работает жесткий мост на 5 рычагах и спиральных пружинах. Спереди независимая подвеска. И в том и в другом виде опционально можно поставить электронную блокировку дифференциала. По умолчанию автомобиль оснащен щитками на днище, покрывающими ключевые агрегаты. А в более продвинутых версиях их число увеличено, закрывается бак и раздатка. А в виде опции можно получить мощные боковые подножки, выдерживающие вес машины при посадке на камни. В Америке Ford уже открыл прием предварительных заявок на Bronco. У дилеров внедорожник появится весной 2021 года. Цены начинаются с $28 500. Вместе с новым Bronco Ford представил кроссовер Bronco Sport. Несмотря на общее название, это совсем другая машина, о которой я расскажу вам в следующем видео. Так что подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить новые видео. Также можете написать в комментариях, что вам больше всего понравилось в новом Ford Bronco.